time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I... Всем доброе утро. Сегодняшнее видео мы начнем с ванной комнаты. Я как-то показывала, что я покупала баночки для кондиционеров и шампунев, чтобы было все в одной цветовой гамме. Но для детских шампуней и гелей у меня не было баночек, и поэтому я постоянно сюда их достаю, то убираю. В общем, это неудобно. Сверху сейчас у меня расположены шампуни и гель для душа для детей и одна баночка гель и шампунь 2 в 1, мужской, Федин любимый. Свои шампуни и кондиционеры я убрала, потому что у меня их много, и покупать для них баночки я не буду отдельно. А снизу я хочу полностью все убрать, и я купила такой гель-мыло для душа, очень приятный запах, и посмотрите, какая упаковка. Стоит, кстати, совсем недорого, в районе 300 рублей одна банка, и что удобно, потом, после того, как закончится мыло, можно будет влить в любой гель, шампунь, неважно. Упаковка такая приятная, классная, но это пластик. Имейте в виду, потому что читала отзывы, что люди многие разочарованы, то есть купили, думали, что это там керамика, стекло. Ну, во-первых, в характеристиках там написано какой-то материал, а во-вторых, я думаю, что по такой цене стекло просто не может быть. Так, ну в итоге вот что у меня получилось. Я считаю, что все в принципе сочетается между собой, и не нужно ничего доставать, убирать. То есть, ну, только мои шампуни, кондиционеры, но я и так уже привыкла. Я, в принципе, никогда их на полочках не храню. Оставила пемзу для пяток, она как раз-таки черная, и свечку, которую я зажигаю, когда набираю ванну. Да, еще хотела бы вам показать, как я расположила полочку, которую я покупала в Fix Price. Как-то спрашивали у меня про нее. Она продается не только в Fix Price, также на AliExpress, в любом магазине. И белые есть, и золотые есть. Ну, у меня в черном цвете. Снизу в контейнере у меня расположены маски для волос, краска и так далее. В общем, то, что я использую не постоянно. Рядом туалетная бумага, и сверху как раз таки у меня оставалось места много. И вот такие корзины очень удобные. На полочке у меня скраб, баттер для тела, и вот в этой коробочке розовой от духов я поместила такие шапочки для волос. Вообще они идут одноразовые, но я их использую не один раз. Делаю домашние маски для волос, также когда крашу волосы удобно. Ну и вообще любые другие маски, просто одела и ходишь по дому, ничего не течет. Да и стоят они совсем недорого. Далее снизу у меня перчатки одноразовые для уборки, я их использую. Слева все для волос, и в баночке соль для ванн.
Далее снизу у меня уход за лицом, полочка, все для ухода за зубами. Помните, на днях я вам говорила, что у меня очень стали чувствительные зубы. Так вот, неделю назад я купила зубную пасту от Officina. Это итальянская косметика, я уже о ней вам рассказывала. Проблема у меня была довольно-таки серьезная, я вам скажу, потому что я уже не могла выходить на улицу. То есть сейчас у нас там минусовая температура, очень холодно, сильный ветер, и я даже не могла разговаривать на улице, чтобы вы понимали. Настолько начали болеть зубы. Не могла ни есть, ни пить горячее, холодное. И вот буквально неделю назад я повторно приобрела вот эти таблетки, ополаскиватель для полости рта. Я про них уже рассказывала вам. И вот эту пасту для чувствительных зубов и десен. Я вам так скажу, на второй день после чистки зубов я уже могла выходить на улицу и, по крайней мере, разговаривать. То есть боль практически пропала. И на третий, четвертый день все признаки уже совсем ушли. Заказывала я на Озон. Officina — это итальянская косметика. У них есть две линейки. Это для ухода за полостью рта и для ухода за кожей. Самый главный плюс в том, что косметика у Officina полностью органическая в перерабатываемой упаковке. Повторюсь, заказывала я на Озон. Ссылочку именно на эту зубную пасту для чувствительных зубов я оставлю в описании. И на другие зубные пасты от Officina также оставлю ссылку. Плюс у меня есть хорошая новость. У меня есть промокод на скидку 10% на зубные пасты и ополаскиватели от Officina. Промокод и ссылки в описании под видео. Итак, следующее, то, что мы обещали вам показать, это декор, который мы купили на вот эту стенку белую. Да, и вот эти игрушки я хочу разобрать. Я купила для них специальный контейнер. Ну, а то, что мы купили на стену, это часы. Да, многие на нашем телеграм-канале угадали. Заказывали мы на Вайлдберрис. Они клеются на стену. Там будут не только часы, но и надпись, которую я приобрела отдельно. И еще будут мужчина и женщина, которые держатся за руки. Это также приобреталось отдельно. Мы еще их перекрашивали и вырезали. Далее игрушки. Их у нас довольно-таки много. Это не одна коробка, конечно же, но я хочу здесь оставить те игрушки, которыми она играет, и расположить их вот здесь, около камина, пока не будет готова комната у Лерочки. Да, ремонт в детских комнатах у нас предстоит. Это мы будем делать уже совсем скоро. Вот этот контейнер для игрушек. И также сегодня я хочу постелить на стол скатерть. Вот эту показывала вам на канале Будни Федора. Это Василек. И подушки на стул. Вернее, на стулья. Подушек я купила пока 4 штуки. Я хочу их постирать, посмотреть, как они будут после стирки. Если понравится, обязательно закажу еще. И приобрела вот такие горшочки, искусственные цветы. Они будут стоять на полочке над телевизором. Декор мы покупаем постепенно, то есть вот эти цветочки пока окончательный вариант. Нам они прям понравились, как и часы, а все остальное в самой стенке, на стенке, то есть какие-то вазы, картины и так далее, мы, скорее всего, будем переделывать. Мы немного засняли тот момент, когда Федя вешал часы на стену. Долго мы думали, что можно сделать на белой стене, на самом деле, потому что пусто. Даже если на полочку положить там и цветы, и там какие-то вазы, либо картины, все равно хотелось заполнить именно вот это пространство между рейками с обоих сторон. И буквально недавно мы сидели на Вайлдберрис, искали различные варианты интерьера, обнаружил Федя вот эти 3D-часы. Сразу же представили их на нашей белой стене над телевизором, так как они черные. А у нас, вы знаете, есть много черных элементов на кухне. Но я сразу предложила, давай
еще закажем какую-нибудь надпись. Надписей было очень много, не только для гостиной, но и для кухни, там типа того, что кухня, сердце дома и так далее. Наш выбор пал на вот эту надпись «Счастье быть с семьей». Как раз таки надпись была черного цвета и идеально подошла под часы. Далее мы увидели панно. Мужчина и женщина держатся за руки. Федя сразу сказал: давай купим, покрасим, и вся картина будет идеально друг друга дополнять. Да, не хватает наших детей. Мы долго искали панно с маленькими детьми, но, к сожалению, не нашли. Место оставили, поэтому в дальнейшем, скорее всего, что-нибудь придумаем. Может быть, Федя даже вырежет сам и покрасит. В общем, мы сразу же сделали заказ. Посылки идеально просто были упакованы и хорошо доехали до нас без повреждений. Также в упаковке была инструкция, но Федя обошелся без нее, потому что все было понятно и достаточно просто. На все элементы была нанесена тонкая пленка для предотвращения царапин при транспортировке. Для приклейки цифр на стену мы воспользовались шаблоном, который был в комплекте. На самом деле вся процедура заняла не более 30 минут, не учитывая надпись и панно, которые мы вырезали отдельно. Ну и в итоге часы просто удивительно оказались на своем месте. Огромный большой размер акцентирует внимание на этом предмете интерьера. Была занята пустая стена и отпала головная боль, так как уж очень долго думали, что же будет на этой стене. Ну и выделю преимущества. Часы достаточно стильные, есть в золотом и в белом цвете. Даже если вы хотите любой другой цвет, бежевый, например, можно их легко покрасить. Можно менять диаметр. То есть они растягиваются до 120 сантиметров. У нас 100 сантиметров. Так как больше не помещалось. То есть все, что будет в дальнейшем лежать на полке, все бы закрывало наши часы. Поэтому мы их уменьшили в диаметре. Ну и механизм абсолютно не громкий, то есть их не слышно. В комплекте шли батарейки, их можно поменять в дальнейшем. В общем, итог: мы довольны. Ну и в конце мне, конечно же, нужно было все убрать, прибрать, вытереть. И заодно я поменяла скатерть на столе. Подушки, кстати, классно разместились на наших стульях. Расцветки есть разные у них, поэтому можно будет подобрать под свой интерьер. И да, покупала я их в магазине «Мой любимый Василек». Ну а перед тем, как показать, как все-таки часы смотрятся в интерьере, покажу вам, что я приготовила в этот день. Первое – это пицца, как раз таки рецепт теста на 2 штуки, поэтому сделала я их разные. Первым делом делаю опару, то есть берем воду, дрожжи, сахар и 1 столовая ложка муки. Все перемешиваем, оставляем где-то минут на 15. Вот такая шапочка должна получиться. Оставлять, конечно, это все не обязательно, просто для того, чтобы проверить, рабочие ли дрожжи. Если не будет такой шапочки, то значит дрожжи не работают. Далее добавляем в опару муку, оливковое масло, соль по вкусу и замешиваем мягкое тесто. Сразу делим на 2 части, так как после того, как оно поднимется, мы разминать его не будем. Поэтому берем 2 чашки и отправляем 2 части теста в теплое место где-то примерно на час. После этого берем пергаментную бумагу. Можно промазать маслом, можно мукой, как в данном случае. Выкладываем тесто, и так как мы не вымешивали его, а после расстойки с ним максимально просто работать. Оно очень легко растягивается, можно это делать руками, как в данном случае, а можно взять скалку и раскатать. Далее берем соус, у меня это майонез с кетчупом. Все хорошо распределяем. И бортики я смазываю только кетчупом. Так после выпекания у него такой довольно-таки красивый цвет. Начинка у меня в этот раз сыр моцарелла и
колбаса. Вы, конечно же, можете делать на свой вкус. Вторая пицца. Все то же самое, только начинка у меня будет сыр. Только сыр. Отправляем в заранее разогретую духовку на максимальную температуру. У меня это 270 градусов. Где-то минут на 7. И да, для второй пиццы, где только сыр, я буду делать соус, так скажем, которую буду выкладывать после выпекания. То есть беру 2 зубчика чеснока, майонез, все это перемешиваю и к соусу добавляю листья салата. Я уже показывала этот рецепт. Очень вкусно получается. Листья салата на готовой пицце. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Ну и вот что в итоге получилось. Первую пиццу я зажарила сильнее, потому что у нас Тёмочка любит прям зажаристую, а вторую сделала так, как приготовила, вернее, так, как любит Федя. Далее буду готовить рыбу. Для соуса берем творог, где-то 250 грамм, рикотта, также примерно столько же, обычный сыр тертый, который тянется, сливки и соль. Все хорошо перемешиваем, соус получается довольно-таки густой. Берем обычный лаваш, разрезаем его на квадратики и выкладываем рыбу. Рыбу можете взять абсолютно любую, у меня филе минтая. На лаваш выкладываем рыбу, далее соус, все хорошо заворачиваем и выкладываем на противень. Далее делаем заливку. Заливка очень простая, то есть берем яйцо, сметана и сыр. Все перемешиваем и выкладываем на нашу рыбу. Но так как у меня соуса осталось очень много, поэтому я не стала заморачиваться и этот соус просто покрыла всю рыбу и отправила в духовку. В духовке готовится очень быстро, буквально в течение 30 минут при 180 градусах. Рыба получается очень сытная. Если хотите сделать менее жирной, то делайте заливку. Я обязательно рецепт заливки с яйцом и сметаной оставлю в описании под видео. К нашему обеду я решила также сделать помидоры закаточные в автоклаве. Автоклав у нас домашний стандарт. Я уже 100 раз рассказывала про него, про его преимущества. Как же это просто все-таки. Не нужно по 1000 раз стерилизовать банки. Вы просто все моете, отправляете в банки, делаете рассол. В кастрюле отдельно заливаете банки, отправляете на 10 минут в автоклав и готово. Первым делом я, конечно же, делаю рассол. На 1 литр воды добавляем 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Туда также можно добавить еще лавровый лист, зонтики укропа, любую сушеную зелень, которую вы любите. Отдельно, естественно, берем мытые банки. Туда я сначала кидаю чеснок, любую зелень, у меня это петрушка, и помидорки черри. Обязательно нужно их проколоть 1 раз. Наполняем банки до резьбы и наливаем рассол. Все готово. По рецепту идет 1 чайная ложка 70% эссенции, но я добавила пол чайной ложки. Даже можно было чуть меньше. Все хорошо закручиваем крышками специальными, которые также можно приобрести в магазине «Домашний стандарт». В автоклав наливаем 1 литр воды и отправляем наши банки. Как только температура достигнет 100 градусов, готовим 10 минут и выключаем. Как в аптеке, смотри. Я уже положила в холодильник. Федя любит холодное, с холодильника. С дымком. Сейчас. А рассольчик можно? Подожди. Да я банку снимаю, не тебя ж. Прикольненько. Не, знаете, что самое удобное, да? Не надо там стерилизовать 100 раз, там, не знаю, раз 10 минут и готово. Очень нежные. Зай, мы еще не обедаем. Сейчас. Что-то я не понял. Мне кажется, что мы мало баночек закрыли. Вот сюда.
вот сливки. Помидоры сливки ты имеешь в виду? Вот сливки сюда вообще прям будет бомба слив. Но опять же, смотрите как. У нас детки любят вот такие, да? Они вот во рту аж тают, да? Там вот не надо надкусывать, там что-то вот. Есть прям твердые, знаете, получается. А эти прям вот они тают во рту, прям, знаете, как маслицо на горячий хлеб ложишь. Вот. Не, прикольно получилось, кстати, нормально. Если честно, я думал, это как-то по-другому будет. Если честно, я думал, вообще не сварится, будет такой бульон какой-то. Ну, говорят, самое лучшее стерилизовать именно в автоклаве. Вообще идеально получается и хранение, и вообще и вкус потом, и там любой микроб там сразу пшик, и все, его нету. Вот в этом плане, потому что там все чуки-пуки, вот, это же домашний стандарт, все по стандарту, по ГОСТу, все по-домашнему, друзья, по-домашнему. Не по тому магазинному там или там, где что-то где-то показали, а все по-домашнему, как мы любим, не жалеем мяска, не жалеем помидоров. Поэтому рыбку мы уже поели. А? Рыбку мы уже поели. Рыба шикарная, друзья. Рыба получилась. Кстати, насчет рыбы прям запросто туда. Вот надо еще, знаете, с чем попробовать? С карпиком, реально. Я бы попробовал с морской какой-нибудь рыбой, но у нас свежие не продают. Это в Сочи, там и китай, и форель, и что угодно. Вот ее свеженькую в автоклав, наверное, вообще прям шикардосно будет. Но сомик прям, если честно, по-моему, один в один, как свинина. Да, это жирная рыба. Да? Жирненький, мяско такое, знаете, оно вообще не сухое. Бывает консерву открываешь, а оно там суховатое. А здесь прям вот мяско я открыл, как тушеночка. Прям он застыл в таком в желе. Вот, и прям нормальненько с хлебушком, там мякиш, и вообще. Кто не видел, на канале Будни Федора. Ссылочку оставлю. Я не понял, мой канал будет, кто это еще. Я не понял, кто-то еще есть, кто мой канал не видел. Ничего не понял. А ну напишите, кто не подписан на Будни Федора. Вы че, вот посмотрите на этот взгляд. И на ее теперь знаю. Поэтому, не знаю, хозяюшки наши дорогие, вы тоже обязательно напишите, как вот вы готовите заготовки, стерилизуете ли вы ваши томаты, огурцы тоже же, да, можно? Да, конечно. Все же, да? В автоклаве, и как у вас получается, вкусно или нет, прям будет очень интересно не только нам, но и многим другим почитать. А так шикарно, вообще разговоров нет. Поэтому, друзья, если есть желание, пожалуйста, ссылочку вот там внизу оставим в описании, да, приобретайте, и будет вам счастье на самом деле. Делайте вкусные, интересные закатки, вот, а самое главное, это полезно, натурально, и вы делайте это для себя, а для себя всегда делайте от души. Вот. Так же, как и домашний стандарт, производит вот такой чудесный автоклав, поэтому я вам честно скажу, один раз купите и не пожалеете, все, от души. Поэтому вам тоже приятного аппетита, ешьте, пейте, да и будьте здоровы. Ну и последний рецепт на сегодня – это творожные рулетики. Тесто готовится абсолютно без сахара и без яиц. То есть нам понадобится масло сливочное, творог, мука, разрыхлитель теста, соль и можно добавить еще ванильный сахар. Если у вас творог такой же зернистый, как у меня, то лучше всего пробейте его блендером. Я взяла творог, растопленное сливочное масло и разрыхлитель, просто все перебила блендером. Далее туда добавляем муку просеянную, соль и замешиваем мягкое тесто. Делим его на две части и раскатываем просто в пласт. Начинка может быть абсолютно любая. Я взяла, просто посыпала сахаром и кокосовой стружкой. Можно заменить кокосовую стружку на мак, на орешки, все что угодно. Также, если вы не едите сахар, вы можете в само тесто добавить сахарозаменитель. Я себе уже так готовила, получается тоже не менее вкусно. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Закручиваем все это в рулет и разрезаем. Готово. Выкладываем все на противень и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Все, остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Как же вкусно это получается. Нам они настолько понравились, что в этот день мы съели их полностью, и я приготовила еще раз.
Давайте покажу вам, что получилось в итоге. Рыбка очень сытная и вкусная. Банка помидор с автоклавом. Я уже их отправляла в холодильник, чтобы помидоры были холодные. 2 пиццы с колбасой, сыром и просто с сыром и зеленью. Ну и на десерт творожные рулетики. Безумно вкусно получается. Абсолютно все рецепты будут в описании под видео. Заварила свежий чай. Ну и, конечно же, фрукты, как без них. Всем, кто сейчас обедает или ужинает, приятного аппетита! И вот что у нас получилось. Я считаю, что отлично они вписались, классно смотрятся, тем более у нас много элементов черных, то есть и ручки на кухне у нас черные, и светильники над столом также черные. И в сочетании с темными рейками идеально все подошло. Остальной декор на нашей стенке, под телевизором все пусто. Нужно будет, естественно, в дальнейшем покупать. Ну а пока получилось вот как-то так. Ну и на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, всем вам понравился этот выпуск. Счастья вам, здоровья и до новых встреч! The